Знаете, в индустрии видеоигр есть проекты, которые можно смело назвать проверкой на прочность. Они не про то, чтобы дать вам красивую картинку или легкий геймплей, чтобы расслабиться вечером. Они про то, чтобы заставить вас нервничать, сжимать геймпад до белых костяшек пальцев и оборачиваться на каждый странный звук в комнате. Именно таким проектом был и остается Dead Space 2. Эта игра вышла еще в далеком 2011 году, когда хорроры были в кризисе. Серия Resident Evil уходила в экшен, Silent Hill терял себя, а жанр в целом выглядел мертвым. И тут на сцену выходит Visceral Games с продолжением игры, которая буквально 3 года назад взорвала головы фанатам хорроров. Первая часть успешно показала, что наука о страхе еще жива, и можно сделать космический ужастик, который будет пугать не хуже лучших фильмов Ридли Скотта или Джона Карпентера. Но что делать, если вы решили сыграть в Dead Space 2 не тогда, когда она только вышла, а сейчас, в 2025 году? Наверное, вы задаетесь вопросом, а будет ли игра все еще держать меня в напряжении, или за 14 лет ужасы станции Титан потеряли свою мрачность? Ведь с тех пор мы увидели ремейки наших любимых частей резиков, второго Silent Hill, и даже вышел ремейк того самого легендарного первого Dead Space, который так полюбился игрокам. И действительно, за все эти годы планка игроков выросла в разы. И вот здесь начинается самое интересное, потому что Dead Space 2 до сих пор держится железной хваткой. Это игра, которая умудряется балансировать между атмосферой психологического ужаса, экшеном уровня голливудского блокбастера и драмой главного героя, которая тянется из прошлой части. Именно поэтому сегодня мы разберемся, действительно ли стоит проходить когда-то легендарный сиквел, не менее легендарной трилогии. Так что устраивайтесь поудобнее, берите плазменный резак и почаще оглядывайтесь, мало ли кто стоит у вас за спиной. Чтобы понять, почему Dead Space 2 стал таким, каким мы его знаем сегодня, нужно вернуться в конец нулевых. 2008 год. На рынке выходит первая часть. Проект, на который мало кто ставил, ведь хорроры к тому времени находились в глубочайшем кризисе. Resident Evil скатился в боевик, Silent Hill потерял былую славу, а сама EA никогда не славилась своей любовью к ужастикам. Но студия Visceral Games, тогда еще известная как EA Redwood Shores, сделала нечто невозможное. Создала атмосферный, страшный и при этом инновационный хоррор. Механика расчленения врагов, уникальный интерфейс, встроенный в костюм главного героя, холодный космос и темные коридоры Ишимуры. Все это стало глотком свежего воздуха. Критики восхищались, фанаты требовали продолжения, и оно, конечно же, не заставило себя долго ждать. Но вот тут началось самое интересное. Electronic Arts, вдохновившись успехом, захотела превратить Dead Space не просто в хоррор-серию, а во франшизу уровня всеми известной серии Resident Evil. Продажи первой части были хорошие, но не выдающиеся. И чтобы заработать больше денег, издатель потребовал от Visceral масштабности, зрелищности и большей доступности. То есть хоррор это хорошо, но нужен баланс. Больше взрывов, катсцен и динамики, чтобы игру могли купить и те, кто боится по ночам выключать свет. А для разработчиков это стало настоящей дилеммой. Они хотели сохранить атмосферу ужаса и безысходности, но при этом им пришлось подчиниться видению сверху. Внутри студии шли жаркие дискуссии. Одни настаивали на том, что Dead Space это про одиночество в космосе, про медленный саспенс, где страх копится постепенно. Другие же говорили, что игроки хотят зрелища. Им нужны яркие сцены, чтобы запомнилось надолго. В результате получился компромисс. Игра, которая соединила ужасы первого Dead Space с голливудским размахом. И вот в 2010
2010 году Visceral уже показывала геймплейные трейлеры, где Айзек Кларк впервые разговаривает, и для многих это стало шоком. Герой, который раньше был немым, вдруг обретает свой голос и индивидуальный характер. Кто-то считал это плюсом, мол, сюжет станет более эмоциональным, а кто-то переживал, что вместе с голосом исчезнет чувство погружения, ведь игрок больше не будет чувствовать себя самим Айзеком, а лишь наблюдать за ним со стороны. Но вот 25 января 2011 года игра выходит. Результат был каким-то нереально успешным. Критики были в восторге. У игры целых 90 баллов на Metacritic, и ее называют одним из лучших хорроров десятилетия. А вот игроки до сих пор спорят. Одни влюбились в динамичность, постановку и новые локации. Другие считали, что вторая часть потеряла ту самую медленную, гнетущую атмосферу первой. Но как бы там ни было, именно Dead Space 2 закрепил серию в статусе культовой. Однако у этой истории есть и темная сторона. Продажи оказались ниже, чем хотела Electronic Arts. И хотя для хоррора они были отличными, в масштабах крупного издателя это считалось провалом. Именно поэтому уже через несколько лет Dead Space 3 сделали в духе шутера с упором на кооператив, а саму Visceral Games в итоге закрыли. Но сегодня мы не о грустном. Мы говорим о сиквеле, игре, которая, несмотря на все компромиссы, осталась в сердцах игроков по сей день. И вот наводящий вопрос. Как она ощущается в 2025 году? Держит ли геймплей марку спустя 14 лет? Или время безжалостно уничтожило то, что мы так любили? Давайте разбираться в этом. Если первую часть Dead Space можно назвать смелым экспериментом, то уже во второй разработчики уверенно знали, что у них в руках настоящая находка. И вместо того, чтобы перестраивать все заново, они взяли проверенную основу и добавили к ней десятки новшеств. И первое такое новшество, которое сразу бросается в глаза, это боевка. Она стала быстрее, динамичнее и разнообразнее. Также помимо старых знакомых пушек, таких как плазменный резак и импульсная винтовка, Айзек получает новые игрушки. Например, гарпунную пушку, которая позволяет прибивать врагов к стенам и прожаривать их током. Еще появилась снайперская винтовка и детонатор с минами, который буквально разрывает некроморфов на куски. Все это работает в связке с фирменной механикой расчленения, и именно поэтому каждый бой до сих пор ощущается как отдельный рай для садиста. Телекинез тоже прокачали. Теперь можно не просто бросать ящики, но и использовать части тел поверженных врагов, чтобы добивать их коллег по цеху. Это выглядит дико зрелищно и в то же время позволяет экономить ваши ресурсы. Врагов тоже стало на порядок больше, и они стали хитрее. Если раньше ты в основном имел дело с классическими некроморфами, то теперь тебе противостоят мутанты разных типов. Маленькие визгливые дети, которые толпой набрасываются на Айзека и взрываются. Ловкие сталкеры, которые прячутся за углами и выжидают момент для атаки, словно хищники. Еще есть крикуны, которые своим криком зовут подмогу. И вот этот зоопарк врагов делает каждый бой таким непредсказуемым, где ты никогда не знаешь, кого встретишь за следующим углом. Серьезные изменения коснулись и передвижения главного героя. В первой части Айзек прыгал в невесомости от стены к стене рывками, и будем честны, это выглядело немного деревянно. Во второй же части ему добавили реактивные двигатели прямо в костюм, и теперь игрок может свободно летать в космосе. Это полностью меняет восприятие локаций и дает то самое чувство, что ты действительно находишься в бездне, где любое неверное движение может стоить вам жизни.
А если добавить к этому постоянное ограничение кислорода, то даже исследование становится напряженной гонкой со временем. Но, пожалуй, главное отличие Dead Space 2 от своего предшественника – это разнообразие локаций. Первая часть почти вся проходила в коридорах Ишимуры, что со временем начинало утомлять. Здесь же нас встречает огромная космическая станция Титан. И это уже не только техотсеки и лаборатории, а настоящие живые районы, в которых когда-то жили люди. Каждая такая новая локация приносит не только атмосферу, но и новые геймплейные задачи. Где-то приходится решать головоломки с энергетическими модулями, где-то отбиваться от орд врагов, а где-то сражаться в условиях невесомости, используя окружение на максимум. Также разработчики добавили и больше интерактивности, где ты постоянно взаимодействуешь с окружением, открываешь двери вручную, вытаскиваешь предохранителей и чинишь различные механизмы. Все это кажется мелочами, но именно эти мелочи усиливают погружение. Ты ощущаешь себя не героем боевика, а инженером, который действительно пытается выжить в разрушающемся городе. А теперь самое важное. Как все это ощущается в 2025 году. Удивительно, но боевка и динамика практически не устарели. Механика расчленения до сих пор уникальна. Враги пугают своей непредсказуемостью, а свободные полеты в космосе смотрятся свежо даже сегодня. Да, есть моменты, где чувствуется возраст игры. Например, система сохранений через стационарные терминалы. Или рисковатые анимации Айзека. Но это такие мелочи, которые на фоне общей картины просто теряются. И вот тут мы плавно подходим к самому интересному. Ведь геймплей — это только одна сторона медали. А еще есть история Айзека Кларка, которая должна удерживать игрока до самого финала. И именно во второй части она становится куда более личной, мрачной и эмоциональной. История сиквела не тратит времени на раскачку. Ты буквально с первых минут оказываешься в кошмаре, который уже развернулся вокруг. Айзек Кларк находится в психиатрической клинике на космической станции Титан, в состоянии, когда ты не до конца понимаешь, что здесь происходит. И это идеальный прием, когда игрок одновременно вместе с героем оказывается в замешательстве и в ужасе. Реальность рушится прямо на глазах, и некроморфы начинают свой адский пир, не оставляя времени на вопросы. Главное отличие второй части от первой – это новый образ Айзека. Он больше не молчаливая марионетка в руках игрока, а полноценный персонаж со своим мнением, эмоциями и характером. Игра впервые показывает нам, какой ценой дались ему события прошлого. Он не просто борется за выживание, он борется с самим собой. Внутренние демоны, галлюцинации, чувство вины и отчаяния будут сопровождать Айзека буквально на каждом шагу. А сама подача истории тоже заслуживает отдельного внимания. Здесь нет бесконечных катсцен, которые выбивают из процесса. Напротив, все вплетено в сам геймплей. Ты идешь по коридору, и вдруг Айзек начинает слышать голоса, которых не должно быть. Ты открываешь дверь, и перед тобой вспыхивают картины прошлого. Иногда реальность буквально искажается у тебя на глазах, и ты начинаешь сомневаться, где сон, а где реальность. Этот прием работает отточенно, потому что ты чувствуешь ту же нестабильность, что и главный герой, и вместе с ним теряешь ощущение почвы под ногами. Еще одна важная часть сюжета – это окружение. Если первая часть начиналась с того, что ты приезжаешь на уже мертвый корабль, где весь экипаж по каким-то странным причинам куда-то пропал, то во второй же части все как раз таки наоборот.
Космическая станция, в которой кипит жизнь. Здесь есть и жилые кварталы, торговые залы, школы и церкви. Везде гуляют и работают люди. И вроде бы ничего не предвещало беды. Но буквально через несколько минут все эти места превращаются в кошмар. Игра постоянно будет напоминать тебе, что все то, что ты видишь, еще недавно было частью нормальной жизни. И теперь эта жизнь уничтожена. Частично по твоей вине. Но чтобы с этим разобраться, сиквел ближе знакомит нас с культом юнитологов. Это фанатичная религия, которая верит в божественную природу некроморфов и поклоняется загадочным обелискам. Этот элемент делает историю еще мрачнее, потому что за этими ужасами стоят не только монстры, но и люди, готовые на все ради своих безумных идей. И от этого становится страшнее вдвойне. И вот почему же история Dead Space 2 так хорошо воспринимается в 2025 году. Все потому, что она не перегружает лишней философией и заумными диалогами. В ней сюжет не выглядит примитивным, и его действительно хочется детальнее изучить. Он умело балансирует между личной драмой Айзека, глобальной угрозой и постоянным напряжением, которое нагоняют некроморфы. А если уже история задает эмоциональный тон, то за атмосферу я вообще молчу. Тьма, звуки, свет и дизайн локаций – все это превращает Титан в настоящий кошмар, из которого хочется поскорее выбраться. Вот давайте об этом и поговорим. Если сюжет задает эмоциональный каркас, то атмосфера второй части – это та самая оболочка, которая заставляет тебя буквально вжиматься в кресло. Игра работает не только визуально, но и на уровне ощущений, где каждая деталь давит, пугает и заставляет держать ухо востро. Первое, что бросается в глаза, это сама станция Титан. В отличие от Ишимуры из первой части, это не мертвый корабль, а целый город в космосе. Именно это делает атмосферу второй части такой особенной. Ты больше не бродишь по пустым коридорам. Ты проходишь мимо жилых кварталов, где недавно смеялись дети. Залетаешь в торговый центр, где еще вчера кипела жизнь. Оказываясь в школе или церкви, которые внезапно превратились в рассадник ужаса. И вот все эти контрасты пробивают до костей. Чем привычнее место, тем жутче видеть, как его поглотила тьма. Особенно сильно это чувствуется в эпизодах, где разработчики бьют по самым болезненным точкам. И стоит признать, делают они это мастерски. Звуковая атмосфера здесь на уровне первой части, где слышно звуки разрушающегося города, звуки того, как кто-то пытается убежать и скрыться от тварей, которые их преследуют. Но все это тщетно. Музыкальное сопровождение Джейсона Грейвза тоже работает безупречно. Тревожные нарастающие звуки усиливают напряжение в моменты саспенса, а во время боев музыка буквально взрывается и не дает отдышаться. Визуально игра, конечно, стареет, но стареет она красиво. Да, текстуры уже не такие четкие, как в свое время, но грамотная цветовая палитра и работа со светом до сих пор умудряются вытягивать картинку. Но главное это то, как атмосфера держит напряжение. Dead Space 2 постоянно играет на вашем ожидании. Ты слышишь звук, идешь на него и думаешь, сейчас что-то случится. Иногда действительно случается и на тебя выпрыгивает некроморф. А иногда ничего не происходит. И вот это ничего пугает даже больше. В какой-то момент ты уже не знаешь, что хуже – ждать удара или получить его. Поэтому в 2025 году эта атмосфера все еще работает. Более того, она стала восприниматься даже сильнее, чем раньше. Современные хорроры часто делают ставку на скримеры или красивую графику, но теряют чувство постоянного давления. А второй Dead Space не отпускает ни на секунду. Каждая локация, каждый звук,
Каждая тень работает на то, чтобы ты нервничал. Так что вместе сюжет и атмосфера создают цельный напряженный опыт, где ты не просто играешь в шутер с элементами ужаса. Ты оказываешься в кошмаре, который ощущается живым и реальным. Именно поэтому даже спустя 14 лет Dead Space 2 способен конкурировать с любым современным хоррором. Чтобы по-настоящему понять, чем уникален второй Dead Space, стоит оглянуться назад и вспомнить первую часть, обзор на который есть у меня на канале и по подсказке выше. В 2008 году она стала откровением для фанатов жанра сурвайвал-хорроров. Камерный медленный хоррор, где ты буквально чувствовал себя загнанным в металлическую клетку Ишимуры. Узкие коридоры, минимум катсцен и постоянное чувство изоляции. Все это создавало неповторимый саспенс. Ты был один против ужасающей неизвестности. И именно это делало атмосферу первой части такой давящей. Вторая же часть пошла совершенно другим путем. Вместо одного мертвого корабля игрок получает целую космическую станцию. Живой город в космосе, наполненный не только лабораториями и техотсеками, но и привычными человеческими местами. А атмосфера стала более разнообразной. Если первая часть давила клаустрофобией и тишиной, то вторая играла на контрастах. Сейчас ты бродишь по пустым жилым кварталам, где недавно кипела жизнь, а через несколько часов оказываешься в церкви юнитологов, где все вокруг дышит фанатизмом. Геймплей тоже претерпел значительных изменений. В первой части Айзек был скорее инженером-выживальщиком, у которого каждый шаг вызывал напряжение. Во второй же он становится более подвижным, получает больше оружия, новые способности и свободу действий. Полеты в невесомости перестали быть рывками от стены к стене и превратились в полноценные секции, где можно летать в трехмерном пространстве. Сражения стали динамичнее, а дизайн врагов разнообразнее. Это все добавило игре драйва и зрелищности, но вместе с тем часть игроков считала, что Dead Space 2 стал слишком кинематографичным и потерял ту медленную, вязкую атмосферу безысходности, которая была в оригинале. Сюжет тоже заметно изменился. В первой части Айзек был молчаливым героем, и все происходящее ты воспринимал почти от первого лица, будто именно ты оказался в этом аду. Во второй же части Айзек получил голос и характер, а вместе с ними и личную драму. История стала более эмоциональной, но при этом чуть дальше отошла от хоррора в сторону блокбастера. Это не минус, а скорее эволюция. Кому-то ближе камерный ужас оригинала, кому-то динамика и масштаб второй части. И это неплохо. Серия как-то должна была изменить свой ракурс в сторону чего-то нового. Вторая часть – это уже сочетание страха и экшена, где зрелищность и драма выходят на первый план. И по сути, именно эта дуальность сделала Dead Space 2 культовой. Она смогла сохранить дух оригинала, но при этом стать доступнее и масштабнее. И теперь, когда мы разобрали все по кусочкам, давайте подведем итоги и наконец ответим на главный вопрос. А стоит ли играть в Dead Space 2 в 2025 году? Dead Space 2 – это редкий пример игры, которая не просто выдержала испытания временем, а с годами стала только ценнее. Она уже давно закрепилась в статусе культовой, и в 2025 году это ощущается только сильнее. Потому что на фоне современных хорроров, где упор часто делается на дешевые скримеры или красивую картинку, Dead Space 2 напоминает, каким должен быть настоящий ужастик. Умным, напряженным и до ужаса атмосферным.
Геймплей никак не устарел и все еще ощущается свежим. Система расчленения врагов до сих пор уникальна. Арсенал оружия разнообразен и не теряет своей актуальности. А новые типы врагов даже сейчас способны заставить игрока нервничать. Полеты в невесомости, интерактивные элементы окружения и продуманный баланс ресурсов – все это делает игру такой цельной и насыщенной. Сюжет пускай не перегруженный сложными интригами, но он остается мощным благодаря личной драме Айзека. Мы видим не просто инженера, сражающегося с монстрами. Мы видим человека, который борется со своими внутренними демонами. И эта человечность делает историю более трогательной и запоминающейся, чем у многих современных проектов. А атмосфера – это, пожалуй, главный козырь. Каждый звук, каждый внезапный шепот или скрип работают на то, чтобы держать игрока в напряжении. Поэтому сравнение с первой частью лишь подчеркивает ее уникальность. Так что отвечаю на главный вопрос этого ролика. А стоит ли играть в Dead Space 2 в 2025 году? Определенно да. Если вы пропустили ее в свое время, то сейчас лучший момент наверстать упущенное. Если проходили раньше, поверьте, спустя годы игра воспринимается совсем иначе, и многие моменты могут удивить заново. А если вы любите хорроры и ищете что-то по-настоящему сильное, то Dead Space 2 обязателен к прохождению. А на этом наш обзор подходит к своему логическому завершению. Напишите в комментариях, играли ли вы в Dead Space 2 и какие впечатления она оставила у вас. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы культовых игр и свежие игровые события. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, геймеры, на канале Reviews Video Games.